Добрались мы с вами, друзья, до красок и лаков от LuxArt. На протяжении 2 месяцев я тестировала их, проводила эксперименты. И теперь готова сказать, какие материалы подходят для работы с полимерной глиной, какие лаки подходят. Ну а для тех, кто работает в технике декупаж, все эти лаки, краски подходят 100%, потому что были разработаны конкретно под ваш вид творчества. Но мы, полимерщики, легких путей не ищем, поэтому тестируем, экспериментируем над всем тем, что нам попадет в руки. Я посетила их производство, посмотрела, какое разнообразие красок, лаков присутствует у них, и смело смогу в этом видео дать свои рекомендации и показать вам полный ассортимент и все линейки. Да, еще я могу смело сделать выводы о эпоксидной смоле, которая была мне передана для экспериментов и которую я за эти 2 месяца выработала полностью всю. У меня в последнее время выходили мастер-классы, где я использовала эпоксидную смолу. Эти уроки есть на моем канале, вы сможете их найти. Это смола именно от LuxArt. Ну а сейчас мы с вами протестируем лаки. Я взяла 5 разных лаков. Это Lumet Polish, это Crystal Polish, это Shellac Polish, вот такой вот желтенький необычный лак. И 2 лака были в виде спреев. Это опять же Lumet Polish, но более жидкий, приспособленный для оформления, для защитного слоя декора сверху, если мы распыляем. И Crystal Spray, это тоже стекловидный лак Crystal Polish, который у нас идет в баночке. Смотрите, ранее я тестировала глину, образцы и смешивала их с краской, с другой. В общем, остались у меня эти заготовки. И часть этих заготовок, она очень мягкая, эластичная, очень тонко раскатанная, поэтому одну заготовку, я толстенькую заготовку буду покрывать, вот в данном случае покрываю лаком Lumet Polish, и вторую заготовку тонкую, которую мы потом можем согнуть и на сгибе посмотреть, как ведет себя лак. Теперь я беру Crystal Polish лак и покрываю толстую заготовку и покрываю заготовку тонкую. Следующий лак, который я беру, это Shellac Polish, вот такой вот лак желтого цвета, очень непривычный, необычный. И лаки-спреи. Я часто пользуюсь аэрозольными лаками, знаете, там немножко, конечно, распылитель другой. Там настолько мелкие частицы, что они действительно покрывают поверхность очень ровно. Здесь же лаки-спреи наносятся неравномерно, они большими пятнами наносятся, даже если на большом расстоянии. Конечно, перерасход лака очень-очень большой, если только знаете не вскрывать эту баночку, не убирать дозатор и просто кисточкой не наносить этот лак. Выводы про лаки я сделаю в конце, покажу вам все, расскажу, а сейчас давайте поговорим про краски. Вот чего-чего, а красок у LuxArt огромное количество и разнообразие. Все краски акриловые, все краски на водной основе. Итак, краски Flash. Это флуоресцентная краска. На сайте представлены все возможные оттенки. Краска Pearl. Это краска с перламутровым эффектом. Тут различные эффекты, не только перламутр, есть и с глиттерами. Еще одна серия, которую многие полюбят, это серия пастельных оттенков. Следующая серия это серия Lumi, это светящаяся акриловая краска. Еще одна серия, которую тоже многие полюбят, это серия с металлическим эффектом Metallic. Серия есть матовых красок, она так и называется, мат. И есть краска Shine, это краска с глянцевым покрытием. Где мы используем акриловые краски? Ну вот сейчас я вам покажу технику шелкографии, когда мы краску наносим через трафарет на свежую полимерную глину. И здесь какое важное условие, чтобы краска была достаточно густой, чтобы она не затекала под трафарет, и чтобы краска в момент запекания у нас не загорелась или не изменила цвет во время обжига. Это очень-очень важно. Техника трафарет — это когда мы растягиваем краску через трафарет. Я делаю это с помощью вот такой вот дисконтной карты.
Растягиваю краску, она попадает во все углубления. Дальше мы даем ей немножко подсохнуть и аккуратно снимаем трафарет. Если мы все сделали аккуратненько, грамотно, то на поверхности пластики у нас остается вот такой вот четкий рисунок. И дальше мы берем катеры и вырезаем заготовки, такие, которые пожелает наша душа. В этом видео вы видели эти серьги на мне. Да, я сделала их из этого пласта, и они довольно интересно смотрятся. И такая техника имеет место быть, и довольно-таки часто применяется мастерами в изготовлении украшений. Здесь я полностью пласт разрезала на те заготовки и на то количество, которое мне было необходимо, а вот это вот все я сейчас свернула, немножко запачкала руки, все это смешала на пастомашине до однородного цвета. Вот такой вот пласт у меня получился. И я на этот пласт, я его раскатала чуть-чуть потоньше, буду сейчас наносить краски. Сначала вот с перламутровым эффектом нанесу прямо на свежую полимерную глину, потому что многие из вас писали: да, классно, все хорошо, что краска наносится на запекаемую глину. А если такая краска, которая наносится на глину до обжига, и можно ли вмешивать? Сейчас смотрите, я наношу краску пастельных оттенков, и вот хочу обратить, что, допустим, перламутровая краска достаточно прозрачной смотрится на глине, на свежей глине. Пастельных оттенков уже перекрывает глину. Следующая краска, которая наносилась, это была люми, это светящаяся акриловая краска, она также прозрачная. Следующий вид краски это металлик с металлическим эффектом и тоже прозрачная. А вот краска уже флэш, которая флуоресцентная идет, она уже перекрывает пластику. И больше всего перекрывает пластику эта краска с глянцевым покрытием. Матовая у нас тоже перекрывает, вы это можете видеть на фиолетовых заготовках под серьги, которые у нас уже запеклись. И сейчас у нас запеклось все, у нас запеклась заготовка фиолетовая, посмотрите, она не загорелась, не закипела нигде в духовке, значит эта акриловая краска переносит температуру в 110-130 градусов. И вот с обратной стороны я сейчас хочу нанести эту же краску, только уже на запеченную глину и посмотреть, как она будет на запеченной глине. Краска Pearl очень неплохо легла. А вот смотрите, краска пастельных оттенков, а поверхность у меня не обезжирена, начала скатываться и оставлять пробелы. И сколько бы я кисточкой не наносила в тех местах краску, все равно она скатывается. Поэтому рядышком я взяла и ацетоном, жидкостью для снятия лака вернее, обезжирила поверхность и уже сразу же нанесла, смотрите, краску пастельных оттенков. Идеально легла. Если мы сделаем второй слой, перекроем, то вообще будет идеальное покрытие пастельного оттенка. Так, следующая краска у нас какая пошла? Люми, да? Краска люми, ну вот светящаяся акриловая краска в темноте. Конечно же, она не перекрывает полимерную глину, но думаю, что она хорошо светится в темноте. Так, краска металлик неплохо перекрывает. Виднеется, конечно, глина, но блеск характерный и достаточно плотно она перекрывает запекшуюся глину. Краска флэш, такая вот яркая, флуоресцентная краска, такая молодежная я бы назвала, тоже неплохо перекрывает нижний слой глины. И вот краска, которая лучше всего перекрывает, это, конечно, краска с глянцевым покрытием и краска фиолетовая матовая. Посмотрите, то есть при даже одном нанесении, одном слое достаточно хорошо перекрыла поверхность цветной глины. И смотрите, что я хочу сделать. Я хочу вторым слоем покрыть и посмотреть, допустим, тут же краску с перламутровым эффектом, вот второй слой уже лучше, значительно лучше перекрывает. Не видно, какого цвета глина даже снизу, но в то же время блеск характерный остается для этой краски. И вот металлик тоже я краску попробовала, смотрите, блеск остается, краску перекрывает в два слоя. Итак, по краскам. Акриловые краски мы наносим на полимерную поверхность уже после запекания и, конечно же, всегда защищаем лаком, для того, чтобы в момент носки наши изделия или в момент эксплуатации просто защитить краску, она у нас не стерлась. Краски на водной основе, краски разные, ассортимент огромный, здесь есть неоновые, люминесцентные, есть металлическим блеском, есть матовые, есть глянцевые, различные краски, и они подходят для работы с полимерной глиной, и я могу их смело рекомендовать. Самое интересное, прошло 2 месяца с того момента, как я покрыла эти заготовки лаком.
И мне сейчас важно проверить их на липкость и проверить на изгиб. Конечно, декор из полимерной глины, особенно на посуде, мы не будем вот так вот гнуть, ломать как-то, но все равно интересно, треснет, не треснет этот лак, что будет с изгибами. Итак, первый лак — это Lumet Polish. Посмотрите, глянец сохраняется. Эта заготовка толстая, я ее гнуть не буду, а вот на тоненькой заготовке мне будет интересно, что случится с лаком. Давайте посмотрим, сейчас заготовка вернется в исходное положение, и мы посмотрим, что с этим лаком произошло. Сейчас так, поможем ей. Посмотрите, никаких трещин, не знаю, видно вам или нет, нет никаких трещин, лак не трескается. Это здорово, это отлично. Так, следующий лак у нас Crystal Polish, глянец сохраняется, лак не липнет. Lumet Polish тоже не липнет лак. Давайте посмотрим тогда у нас Crystal Polish на излом. Согнули. И сейчас ждем, чтобы наша заготовочка пришла в исходное положение. Чуть-чуть ей поможем. Смотрите, нет никаких трещин, на месте сгиба нет. Давайте попробуем еще вот так вот ее. Нет. Лак эластичный, прочный, смотрите, нет никаких дефектов, никаких трещин. Так, следующий Shellac Polish. Нет, не липнет. Давайте на излом попробуем. Так, пошли трещинки. Не знаю, видно вам или нет, но пошли мелкие трещинки. Вот так, смотрите, я сейчас несколько раз делаю. Есть, вот. Как бы учитывайте этот момент, вот прям видно, белая пленочка начала сходить. Дальше у нас идет Crystal Spray и спрей Lumet. Так, лак у нас лег неравномерно, я вам показывала это в видео, и вот здесь прям он пятнами, не знаю, будет ли вам видно, но вот прям пятнами видно, как он лег. На изгиб он, кстати, он вот этот в баночках, смотрите, липнет. Так, получается у нас вот этот Lumet Polish, который, да, он получается липкий. На излом все нормально с этим лаком, но опять же ложится неравномерно. То есть мы исключаем вот эти 3 лака, а вот эти 2 лака я вам прям советую, рекомендую. Что касается лаков, лаки неплохие, но есть 2, которых я могу рекомендовать вот прям смело. Первый лак — это Lumet Polish финишный лак, и вот этот лак, он на спиртовой основе, который должен быть, вот прям должен быть у каждого. Рекомендую, ставлю твердую 5, и этот лак из той серии, что нужно пойти купить и работать с ним. Есть еще один лак, это стекловидный Crystal Polish. Хороший лак, это серия органических лаков. Могу смело его рекомендовать, стекловидный лак, но с одной поправкой. Уж очень резкий запах у него. Если вы аллергик, то как бы вот к этому лаку нужно относиться с опаской. И, конечно, работать в респираторе и в проветриваемом помещении. Лаки-распылители. К сожалению, они не подходят для нанесения на полимерную поверхность, потому что распределяется лак неравномерно. Где-то большими крупными пятнами ложится, где-то есть промежутки, где просто лак не попадает на поверхность. Конечно, если раскрутить и снять распылитель, наносить кисточкой, это как бы изменит ситуацию, но больше эти лаки ориентированы все-таки на техники работы с декупажем. Перламутровая краска на основе акриловой дисперсии, она предназначена для декоративной отделки любых элементов интерьера, будь они из гипса, из полимерной глины, как у нас, из пластика, из дерева, из загрунтованного металла. Обязательно перед работой краску нужно будет хорошо взболтать. Посмотрите, какая она. Давайте попробуем на кусочки запеченной глины, посмотрим оттенки. Ну, достаточно хорошо перекрывает другой оттенок, посмотрите.
Металлический блеск присутствует. Давайте следующую попробуем. Она вся такая густая, смотрите. Довольно хорошо перекрывает и не скатывается, потому что поверхность у меня не обезжиренная. Но вы же помните, что мы все равно всегда обезжириваем поверхность, прежде чем нанести краску. Так, попробуем вот этот красивый перламутр. Очень красивый цвет, безумно красивый, белое золото, наверное. Попробуем на светленьком кусочке глины. Очень красивый цвет. Все это акриловые краски, можете спокойно использовать их в работе, не только с глиной. Конечно, если покрыть в 2 слоя, то будет значительно глянец. Сейчас мы что-нибудь перекроем вторым слоем. Давайте первую заготовку, которая у нас уже должна подсохнуть. Вот как-то вот с таким блеском, с таким эффектом эта краска. Про эпоксидную смолу. Знаете, она прозрачная. Заливки у меня лежали на окошке, на открытом солнце, а в Крыму солнце ой-ой-ой какое активное на протяжении 2 месяцев. Смола не пожелтела, значит в составе этой смолы присутствует УФ-защита. Это не может не радовать. Второе, что мне понравилось, практически нет запаха у смолы при смешивании смолы с отвердителем, потому что у других марок я встречала, что очень резкий запах. Конечно же, это не означает, что мы не должны работать в проветриваемом помещении, не должны надевать респиратор. Все, техника безопасности у нас при работе с любой смолой сохраняется. Есть запах или нет запаха. Третье, что мне понравилось, что по консистенции смола не густая и не жидкая, она вот средней плотности и как раз в принципе подходит и для того, чтобы можно было и линзу создать более высокую, и для того, чтобы работать в технике резин арт. Я, конечно, все свои рекомендации передала уже производителям, я надеюсь, что смола обретет свой уже красивый внешний вид и все-таки появится на полках и появится в производстве. Все эти материалы рекомендую смело, и краски, и лаки, и потали, все, что я экспериментировала на протяжении этих 2 видео. Кстати, ссылочку на предыдущее видео, где я экспериментирую с листовыми жидкими потали, также с эпоксидной смолой, я оставлю внизу в описании под этим видео, вы сможете перейти и просмотреть эту первую часть. На сегодня, друзья, буду прощаться с вами. Если у вас остались какие-то вопросы по этому видеообзору, либо по предыдущему, пожалуйста, задавайте их в комментариях. На сегодня я буду с вами прощаться и желаю вам моря безграничного вдохновения, творческих вам полетов, фантазий. На сегодня это все. Всем пока-пока.